Загадка космического масштаба поразила астрономов во всем мире, когда миллионы звезд внезапно исчезли с карты ночного неба. Было это обычным сбоем оборудования или нечто более загадочное? Этот феномен поставил перед учеными множество вопросов, которые поставили под сомнение вековые теории о пространстве и времени. Исчезновение началось с тревожного открытия. Массив данных, собранных десятилетиями космических наблюдений, показал, что тысячи звезд, известных астрономам и наблюдаемых на протяжении многих лет, просто ушли в никуда. Ученые, вооруженные современными телескопами и спутниками, с недоумением заметили невероятный провал в списках звезд, которые раньше считались постоянной частью космоса. Исчезновение произошло столь стремительно и таинственно, что требовало незамедлительного расследования. Впервые в истории астрономии такое глобальное исчезновение не обошло стороной ни одну обсерваторию. Они все столкнулись с похожими наблюдениями, что только усугубляло интригу. Сложность ситуации усугубляет тот факт, что звезды, находившиеся на расстоянии в миллионы световых лет от Земли, исчезли как будто в одно мгновение. Многие из них были частью знаковых созвездий, которые стали тем, что привлекло внимание даже простых наблюдателей неба. Эти звезды не просто отсутствуют, они как будто бы стерты из самого полотна космоса. Причины настолько необъяснимы, что ученые начали полагаться на самые разнообразные теории. От вмешательства инопланетных цивилизаций до сбоев в пространственно-временном континууме. Исчезновение миллионов звезд не только бросило вызов нашим знаниям, но и открыло двери к новому явлению — загадочным сигналам из космоса. Эти сигналы начали поступать вскоре после того, как звезды исчезли, и астрономы по всему миру пытались расшифровать их значение. Они не были похожи на привычные космические шумы или регулярные радиоволны. Сначала их посчитали за помехи, но после многочисленных проверок стало ясно — эти сигналы несут в себе нечто уникальное. Специалисты в области радиотелескопии были удивлены регулярностью и структурой этих сигналов. Их частота и амплитуда менялись в четких закономерностях, словно они были закодированным сообщением. Некоторые ученые предположили, что звезды, возможно, пытались передать нам какое-то важное сообщение перед своим исчезновением. Загадочные сигналы изменяли свои параметры с регулярными интервалами, создавая впечатление, будто они следуют определенному алгоритму. Некоторые из наиболее дерзких гипотез заключались в том, что эти звезды использовали пульсирующие сигналы для коммуникации с другим миром или даже с далекими галактиками. Вопрос о том, что скрывалось в этих сигналах, стал одной из самых горячо обсуждаемых тем в научных кругах. Были ли это последние попытки привлечь наше внимание или часть более сложной космической интриги, остается загадкой. Но одно можно сказать наверняка: эти космические сигналы стали одной из самых необычных находок за последнее время. Без точной расшифровки мы не сможем понять, что именно пытались донести до нас исчезнувшие звезды. Однако, когда ученые начали углубляться в изучение природы этих сигналов, они обнаружили нечто еще более шокирующее, что заставило их пересмотреть все известные представления о Вселенной. Наблюдения за исчезновением звезд приобрели новый уровень остроты, когда стало ясно, что миллионы из них исчезли буквально за одну ночь. В ночь, когда астрономы по всему миру были захвачены неожиданным открытием, обсерватории фиксировали одинаковые аномалии. Во всех уголках Земли ученые обнаружили пустоту на местах, где еще вчера ярко горели звезды. Данные со спутников и телескопов подтверждали: эти звезды не просто перестали светить, они исчезли из наших карт. Это событие было столь масштабным, что вызвало мгновенную реакцию астрономического сообщества. Происшествие, подобное которому не фиксировалось ни в одном архиве, озадачило даже самых опытных исследователей. Никто не мог понять, как такое массовое исчезновение могло произойти так быстро и без предупреждения. Тревожный факт заключается в том, что, анализируя данные, ученые поняли: звезды исчезали постепенно, но в одну роковую ночь их отсутствие стало необратимым. Реакция научного мира была стремительной. В попытках понять причину эксперты начали анализировать все возможные версии произошедшего, от загадочных астрономических явлений до вмешательства внеземных сил. Одной из самых обсуждаемых версий стало предположение о временных искажениях или аномалиях в пространстве. Гипотезы, которые раньше считались фантастикой. Но теперь, когда данные подтвердили масштаб исчезновения, теория о временном сдвиге начала приобретать более реальные очертания. Ученые также не исключали возможность того, что теоретические модели Вселенной могут быть неполными или даже ошибочными. Это событие заставило пересмотреть многие устоявшиеся догмы и открыло новое поле для исследований. Наше понимание космоса оказалось на грани великого открытия, за которым может скрываться нечто поистине невероятное. Однако, пока этот феномен остается необъясненной загадкой, ученые продолжают свои исследования, стремясь пролить свет на тайну, которая может навсегда изменить наши представления о космосе.
Когда космос преподносит нам неразгаданные загадки, фантазия часто забегает вперед, предлагая самые невероятные теории. Одной из таких гипотез стало предположение о том, что пропавшие звезды могли стать жертвами инопланетной кражи. Эта смелая идея нашла своих последователей среди ученых, которые начали искать доказательства в пользу этой версии. Но каким образом возможно унести миллионы звезд и зачем это делать? Некоторые исследователи считают, что если инопланетные цивилизации существуют и обладают технологиями, способными перемещать целые звезды, то они могут использовать эти звезды в качестве источников энергии или для создания новых астрономических структур. Эта теория может показаться фантастической, но она позволяет взглянуть на исчезновение звезд с новой перспективы. Зачем инопланетные существа могли бы похитить звезды? Вопрос открытый. Возможно, они проводят эксперименты на крупном космическом уровне или стараются избежать угрозы собственной галактики. Другие ученые предполагают, что звездная кража может быть связана с потребностью в добыче ресурсов, которые невозможно найти в любом другом месте. Звезды состоят из различных химических элементов, которые в определенных условиях могут быть крайне ценными. Однако есть и те, кто рассматривает версию космической кражи как часть более масштабного плана. Вероятно, кто-то перенастраивает вселенскую архитектуру или пытается изменить траектории движения галактик в своих мистических целях. Конечно, пока это всего лишь гипотезы, и ни одно из предположений не подтверждено фактами. Но даже возможность существования такой теории поражает воображение и заставляет задуматься над нераскрытыми закономерностями Вселенной. Какие же тайны скрываются за исчезновением миллионов звезд? Чтобы понять это, необходимо продолжить исследования и изучить все доступные данные. Наверняка именно разгадка этой мистерии может стать ключом к новым открытиям в астрономии. Как только загадка исчезновения звезд всплыла на поверхность, астрономы начали искать возможные объяснения, среди которых особый интерес вызвала гипотеза о скрытых порталах Вселенной. Теория, относящаяся к области экзотической физики, предполагает, что звезды могли перейти в другое измерение через некие пространственно-временные ворота. Это звучит фантастично, но все большее количество ученых обращается к этой идее, чтобы объяснить исчезновение. Скрытые порталы, иногда называемые червоточинами, давно обсуждаются в теории относительности. Эти гипотетические туннели могли бы соединять разные части Вселенной, позволяя объектам мгновенно перемещаться из одного места в другое. Если бы звезды действительно попали в такой портал, это объяснило бы их внезапное исчезновение. Однако остается вопрос, куда могли привести эти таинственные проходы? Одной из самых интригующих версий является предположение о том, что звезды могли оказаться в параллельной Вселенной. Если такие реальности действительно существуют, это могло бы кардинально изменить наше понимание космоса. Современные научные исследования только начинают изучать возможность существования этих параллельных миров, и данные, связанные с исчезновением звезд, могут стать ключом к их разгадке. Тем не менее, поиск доказательств существования порталов остается сложной задачей. Обсерватории по всему миру работают с новыми методами наблюдений, чтобы зафиксировать малейшие отклонения в структуре пространства-времени, которые могут сигнализировать о присутствии таких червоточин. Современные технологии, такие как гравитационные детекторы, позволяют ученым регистрировать даже крошечные изменения в гравитационном поле, которые могут указывать на присутствие порталов. Если теория скрытых порталов подтвердится, это станет одним из величайших открытий в истории науки. Возможность возвращения звезд, которые, возможно, просто переместились в другое измерение, также остается открытой. В любом случае, продолжение исследований в этом направлении обещает принести новые удивительные открытия, расширяя наш взгляд на необъятную и загадочную Вселенную. Производственно-строительная компания ПО «Система» предлагает уникальное решение в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Интересно, что когда дело касается загадочных исчезновений звезд, теории не ограничиваются только экзотическими физическими гипотезами. Некоторые ученые рассматривают возможность, что это могло быть следствием человеческой ошибки или неточности в работе измерительных приборов. Существует теория, что все это результат сбоя или неправильной интерпретации данных. Почему-то миллионы звезд могли просто исчезнуть из нашего поля зрения из-за технических проблем. Что если наши приборы не столь идеальны, как мы привыкли думать, и одна из систем оказалась дефектной, что и привело к
к столь неожиданной потере. Допустим, что несовершенство телескопов или спутников могло бы создать иллюзию исчезновения. Были случаи, когда ошибки в калибровке или сбои в программном обеспечении приводили к вводящим в заблуждение результатам наблюдений. Если учесть, насколько сложные и чувствительные приборы участвуют в процессе сканирования космоса, не так уж трудно представить, что мог произойти массовый технический сбой. Однако многократные проверки и пересмотры данных казались бы гарантией точности. К тому же множество обсерваторий столкнулись с этой проблемой одновременно, что уменьшает вероятность глобальной ошибки. Тем не менее, ученые продолжают скрупулезную проверку всей системы и сбор новых данных, стараясь исключить возможность технического сбоя. На данный момент пока не найдено никаких значительных доказательств, что ошибка приборов могла бы стать причиной исчезновения столь большого количества звезд. Однако до окончательных выводов по этой гипотезе еще далеко, и почти всегда стоит искать как простые, так и сложные объяснения, чтобы не упустить ни единой детали этого космического феномена. А пока исследования продолжаются, остается место для новых открытий. Все больше вопросов возникает вокруг исчезновения звезд, и среди самых интригующих гипотез — теория заговора. Как бы фантастически это ни звучало, у некоторых исследователей возникли подозрения о возможном вмешательстве организованных сил, которые могли целенаправленно скрыть свет звезд от наших глаз. В этом свете идея планетарного или даже галактического заговора, кажется, находит своих сторонников. Существует предположение, что некие продвинутые расы или даже тайные земные организации могли создать устройства, которые способны поглощать или искажать свет звезд, делая их невидимыми для наблюдателей. Эти устройства, возможно, используют передовые технологии, о которых человечество даже не догадывается. Есть также те, кто полагает, что скрытие звезд может быть частью форсированного эксперимента, проводимого с целью изучения определенных аспектов космической структуры. Интересно, что некоторые ученые не исключают возможности манипуляции данными на уровне межобсерваторного взаимодействия. В условиях современного мира, где информация является ценнейшим ресурсом, подобная манипуляция может иметь катастрофические последствия для мирового научного сообщества. Теория заговора подразумевает, что кто-то мог сознательно вмешаться в работу астрономического оборудования, изменяя или вообще удаляя информацию о звездах. Хотя такая идея кажется фантастической, то, что многие обсерватории одновременно зафиксировали исчезновение, подливает масла в огонь. Эти подозрения заставляют ученых проверять все возможные версии, включая те, что раньше могли бы показаться невероятными. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, одна мысль о том, что некто способен укрывать целые звездные системы, вызывает острое желание разгадать эту мистерию до конца. Когда новости о загадочном исчезновении миллионов звезд начали разлетаться по научному миру, реакция была стремительной и полна недоумения. Астрономы и физики, которые десятилетиями полагались на устоявшиеся космологические модели, были вынуждены пересмотреть все, что они знали о Вселенной. Вопросы о стабильности и постоянстве космических объектов поднимались заново, поскольку исчезновение звезд ставило под сомнение надежность наблюдений и теоретических представлений. Научное сообщество, привыкшее опираться на проверенные данные и теории, вдруг оказалось на грани кризиса. Исчезновение миллионов звезд вызвало необходимость срочной пересмотра ряда астрономических постулатов, брошенных под сомнение. Ведущие ученые начали активно обсуждать, стоит ли им теперь пересматривать принципы, которые ранее казались незыблемыми. Конференции и симпозиумы стали ареной бурных дебатов, где разные гипотезы обсуждались с ревностным интересом. Некоторые астрономы, переполненные скепсисом, утверждали, что такое массовое исчезновение невозможно без вмешательства неизвестных астрономических явлений или технологий, о которых современная наука еще не знает. Другие, более осторожные, предпочитали более прагматичные объяснения, включая вероятность ошибки в анализе данных или сбоя оборудования. Несмотря на разногласия, все они согласились в одном: необходим новый подход к исследованию Вселенной. Тем временем астрономы всего мира продолжали методично проверять данные, тщательно анализируя каждый аспект проведенных наблюдений. Ведущие обсерватории организовали совместные проекты, направленные на выявление закономерностей в исчезновении звезд и поиска возможных объяснений. Старые убеждения начали разрушаться под бременем нового открытия, заставляя ученых взглянуть на космос с новой точки зрения. Эпоха Великой научной революции на горизонте, и она обещает перевернуть наше понимание Вселенной, открыв двери к неизвестным ранее тайнам.
Исчезновение звезд оказалось не только уникальным явлением, но и открыло перед астрономами новые горизонты для исследований. Это событие побудило ученых переосмыслить многие аспекты космической физики и начать искать ответы на вопросы, которые раньше казались второстепенными. Одной из таких тайн является природа темной материи и ее взаимодействие со звездами. Многие ученые, изучая данные об исчезновении, задались вопросом, может ли темная материя, составляющая значительную часть Вселенной, влиять на видимое распределение звезд. Исчезновение миллионов звезд стало импульсом для новых моделей, объясняющих взаимодействие гравитационных полей и темной материи. Помимо этого, исследователи начали пересматривать свои взгляды на структуру нашей галактики и ее окружения. Традиционные модели, предполагающие стабильность и неизменность звездных систем, были поставлены под сомнение. Какие еще механизмы, о которых мы пока не знаем, могут влиять на видимую стабильность звезд? Это вынудило ученых искать новые объяснения и проводить сравнения с данными об исчезновениях в других галактиках. Одновременно с этим исследователи стали изучать воздействие загадочных космических сигналов, которые начали активно поступать после исчезновения звезд. Эти сигналы могли нести в себе информацию о неизвестных явлениях или даже стать частью космической коммуникации, которую нам еще предстоит расшифровать. Еще одним направлением исследований стали временные аномалии, предполагающие, что звезды могли исчезнуть из-за изменений в пространственно-временной структуре. Каждое из этих направлений требует тщательного изучения и новых технологических решений. Таким образом, загадка исчезновения звезд стимулировала множество научных направлений и открыла новые перспективы в понимании Вселенной. Это событие подталкивает астрономов к углубленным исследованиям, которые могут привести к революционным открытиям. Пути к разгадке этой тайны продолжают расширяться, обещая не только новые знания о звездах, но и о скрытых законах, управляющих космосом.